Афганистан. С чем у вас в первую очередь ассоциируется эта страна? Думаю, у большинства россиян с бессмысленной войной, из которой покалеченными физически и морально вышли 600 тысяч советских граждан. А так и остались на поле боя 15 тысяч человек. Для многих Афганистан стал страной победившего терроризма. Страшно сказать, но мы уже перестали обращать внимание на новости в духе «в Кабуле произошел теракт и погибли 3», или 4 человека пострадали при подрыве автомобиля. Эти новости стали будничными, и мы даже их не замечаем. На Афганистан давно уже навесили ярлык «failed state» — несостоявшееся государство. В стране есть президент, но официальные власти не в состоянии контролировать происходящее на большей части ее территории. Это позволило Афганистану стать глобальным лидером по производству героина. На его долю приходится 85% всех опиатов, производимых в мире. Часть наркотиков по так называемому Балканскому маршруту или через Африку идет в Европу и Северную Америку, другая через Индию и Юго-Восточную Азию, в Китай. В Россию героин провозят через Среднюю Азию. Таджикистан находится на границе с Афганистаном. Но часть наркотиков никуда не вывозят, и крупные партии остаются на территории Афганистана для внутреннего потребления. Каждый 10-й житель страны является наркоманом. Это по официальным подсчетам, но скорее всего реальная цифра гораздо выше. Почти 10 лет назад я посетил Афганистан и был шокирован местным масштабом наркопотребления. Я напоминаю, что употребление перечисленных ниже веществ запрещено в России, может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Расскажите об этом ролике друзьям, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. И не забывайте, конечно же, про колокольчик. Стыдно. Это когда ты бросаешь свой iPhone и идешь один на один с буйным тигром, а потом 3 часа сидишь с удочкой и рыбачишь. Ретвитни, если ты чувствовал себя покинутым. Заинтригованы? Это посты нейросети, которую обучили на моем твиттере. Пока не все посты получаются понятными, но уже есть кое-что интересное и смешное. Кто знает, может уже сейчас продюсер моего канала Майя обучает нейросеть снимать вместо меня ролики и готовит коварный план по моему устранению. Надеюсь, это случится, как минимум, не скоро. Но похожие примеры уже есть. Например, в июне прошлого года из Microsoft уволили 77 сотрудников новостной редакции. Их заменили нейросетью. А в 2018 году в Сбербанке за счет внедрения искусственного интеллекта сократили 70% менеджеров среднего звена. Нейросети и большие данные проникают и в другие сферы. Например, у нас есть человек, который, анализируя различные данные, помогает продвигать мои ролики. Такие специалисты, которые создают нейросети и анализируют большие данные, называются дата-сайентистами. Обучиться этой профессии можно в онлайн-школе Skill Factory. Занятия здесь ведут опытные преподаватели из NVIDIA, Иора и Яндекса. На курсе много практики. Есть большие проекты, которые пойдут в портфолио, а есть тренажеры с небольшими заданиями для закрепления навыков. У Skill Factory есть карьерный центр, который помогает устроиться на работу даже тем, кто только начал учиться. Курс можно совмещать с работой. Студенты сами распределяют нагрузку и даже могут поставить обучение на паузу. А личный ментор помогает не забросить обучение. По окончании курса можно претендовать на должность уровня джуниор с зарплатой от 120 тысяч. Если еще не уверены, идти ли в Skill Factory, посмотрите отзывы в Гугле и на других независимых сайтах. Там много хороших развернутых отзывов. До конца месяца по промокоду Варламов на курс действует скидка 50%. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на курс. Сегодня хочу вспомнить свою поездку в Афганистан. Это была какая-то дикая авантюра. Во-первых, тогда было сложно туда попасть, да и сейчас непросто. Тогда мне пришлось в посольстве сказать, что я как представитель московского бизнеса интересуюсь коврами и еду в Афганистан с деловыми целями. Мне выдали визу, я купил билет на прямой рейс, кстати, Москва-Кабул. Был такой прямой рейс.
Ты прилетаешь в Кабул и оказываешься сразу в Афганистане. Я был там со своим знакомым, мы вдвоем проехали по многим супер опасным местам этой страны. У нас не было ни охраны, у нас не было ни гидов, ни встречающих. Мы решили сразу окунуться в обычную жизнь. Мы брали обычные такси, мы общались с простыми людьми, мы жили в простых домах, ели с ними одну еду. И это, конечно, была одна из моих самых опасных и удивительных поездок. Итак, я расскажу вам, каким тогда я застал Афганистан. С наркопотреблением в столице Афганистана, Кабуле, сталкиваешься практически сразу. Одно из самых массовых мест сбора наркоманов именуют просто под мостом. Оно действительно располагается под одним из мостов через местную речку. Ее русло давно используется местными жителями как помойка. Сюда не стесняются скидывать вообще просто все отходы. И вот в этих кучах разлагающегося и зловонного мусора употребляет героин сотни наркоманов. Здесь многолюдно, в любое время суток, некоторые живут здесь месяцами. Честно признаюсь, мне не приходилось бывать в более отвратительном и отталкивающем месте. Жуткая вонь, разлагающиеся отходы, черная, похожая на нефть вода, гниющие заживо люди. Впрочем, ширина реки не более метра, а ее глубину здравомыслящий человек вряд ли решится проверить. Ощущение, что эта вода может просто разъесть не то что ногу или руку, а стальной пруд разложится в ней за минуту. Дышать очень тяжело, отчасти из-за зловонных испарений, отчасти от подожженных гор мусора, но в основном от дыма, который дают фитили, на которых наркоманы подогревают героин. Афганское ноу-хау. Даже местные жители закрывают платками нос. От едкого запаха слезятся глаза. Я не представляю, как здесь можно жить месяцами. Да, а люди там живут. Люди живут, эти наркоманы, они живут под этим мостом. Ребята, это страшное вообще зрелище. Да, я забыл сказать, что под мостом много мух, очень много. Да, смотрите, как мило они летают над наркоманами. Когда мы готовили этот ролик, мы боялись, что какой-нибудь там придет Роскомнадзор и скажет, у вас какая-то пропаганда наркотиков и так далее. Ребята, лучший вообще способ даже не думать в своей жизни о наркоте, о всей этой дуре, это вот съездить на экскурсию в Афганистан, посмотреть на гниющих заживо людей под этим мостом. И я уверяю, у вас даже мысли никогда не будет, чтобы думать о том, чтобы травить себя этим говном. Наркотики зло, посмотрите, что становится с людьми, на какое дно они опускаются. Здесь же продают героин. Стоит он, кстати, недорого и легко доступен каждому. Грамм можно купить за порядка $5. Для сравнения, в Германии тот же объем наркотика стоит в среднем $48. В США цена доходит до $300. В России стоимость 1 грамма героина варьируется от 30 до $50 за грамм. На дозу в Кабуле зарабатывают мелким воровством и попрошайничеством. Как рассказал мне один из еще не окончательно опустившихся на дно торчков, развита взаимопомощь. Наркоман товарища в беде не бросит. Идешь и то и дело наступаешь на чьи-то конечности. То, что казалось бесформенным мешком мусора, может оказаться человеком или тем, что от него осталось. Обтянутый желтой кожей череп и какие-то бессмысленные валившиеся глаза, неестественно заторможенные движения — это просто настоящие зомби. Голливудские режиссеры, видимо, бывали в подобных притонах, потому что образ очень ясно считывается. Спокойно снимать получилось не более 5 минут. В какой-то момент эти зомби поняли, что что-то происходит не так, и обратили на меня внимание. Один за другим они начали подниматься из-под своих накидок и что-то крича начали двигаться на меня. Мне удалось убраться из этого ада без потерь, и пыльная Кабульская улица, которая еще 15 минут назад казалась грязной помойкой, просто впечатлила меня на контрасте своей чистотой. Не всем так везет. За 2 недели до моего визита немецкие тележурналисты были серьезно побиты обитателями притона и лишились всего оборудования и денег. Но мне повезло, я без потерь оттуда смог унести ноги. Наркоманами в Афганистане становятся разными путями. Часть наркоманов — это бывшие беженцы, которые пытались укрыться от гражданской войны в лагерях на территории Пакистана и Ирана, и которые попробовали там наркотики. Другая часть — это маджахеды, которые зачастую сражались по разным сторонам баррикад. К ним присоединяются люди, так или иначе травмированные нынешней войной, как сами бойцы, так и люди, потерявшие на ней все, что имели. Третья большая группа — это афганцы, уехавшие на заработки в соседние страны и попробовавшие наркотики там. Они возвращаются на родину только для того, чтобы оказаться под печально известным мостом через реку Кабул.
И здесь я еще раз напоминаю, что из-за того, что наркотики в Афганистане стоят очень дешево, он притягивает к себе вот такая вот наркотическая миграция, да, он притягивает к себе наркоманов, которые уже опускаются на самое дно и по сути становятся вот тем самым дном, где находит свой уже последний приют, свой последний притон героиновые наркоманы. Впрочем, точки массового скопления наркоманов есть и в других афганских городах. Если в Кабуле торчки облюбовали мосты, то, например, в Мазари-Шарифе они поселились на городской свалке. В откосах этой свалки наркоманы выдолбили себе такие пещерки, где можно жить просто месяцами очень комфортно, прямо как Флинстоны. Лишь иногда они выбираются, чтобы украсть или выпросить денег на очередную дозу. Земля вокруг просто усыпана окурками и использованными шприцами. Здесь я поговорил с одним из обитателей этой наркохижины. Его зовут Маси, он афганец и употребляет героин больше 20 лет. Когда к власти пришли талибы, его семья бежала из Афганистана. Сначала в Узбекистан, потом в Москву, кстати. Маси как-то умудрился даже поступить в МГУ. Однако долго учиться там не получилось, потому что в 90-х Германия проводила программу по репатриации немцев, живущих на территории бывшего Советского Союза. Родители Маси нашли возможность убедить власти в том, что они тоже в какой-то степени немцы и мигрировали уже в Германию. И казалось бы, все у чувака должно быть хорошо. Представляете, Узбекистан, Россия, Германия, все хорошо. Семья обосновалась на новом месте, Маси учил немецкий, но круг общения в основном ограничивался выходцами из Союза. Один из них, узбек, подсадил Маси на героин. Ну и, собственно, после нескольких приводов в полицию выяснилось, что Маси находится в Германии не на вполне законных основаниях. Его выслали домой в Афганистан. Вот так вот круг его замкнулся. Его семье повезло больше, она осталась в Германии. И вот уже порядка 5 лет Маси сидит в Афганистане без работы, без особых перспектив ее получить. В какой-то момент он даже почти устроился в службу сопровождения конвоев НАТО. Ради этой работы он даже завязал с героином и держался довольно долго. Так долго, что даже медицинские тесты, которые проводят натовские медики, не определили, что он наркоман. Но, к сожалению, на последнем этапе оформления на работу его отпечатки пальцев выслали в Германию. Ну и тут выяснилось, что он был многократно арестован за наркотики. Его выкинули с работы, с тех пор он живет уже в пещере на помойке в Мазари-Шарифе. А единственный источник его дохода — это деньги, которые присылают родители, 200 евро в месяц, чего хватает, чтобы просто постоянно жить, употребляя героин, просто жить на помойке. Вот такая вот история, довольно типичная, да, как человек, который вот волею судьбы, да, ему вот везло по жизни, везло, да, Узбекистан, Россия, Германия, возможность там работать, да, то есть ему как-то везло, но наркотики, они сломали всю его жизнь. Наркотики, они привели его на свалку, в пещеру, на свалку в Афганистане, в Мазари-Шариф. Когда я приехал в Афганистан, вообще моей основной темой это было как раз посмотреть, что там происходит с героином, как выращивают наркотики. И я поехал на север страны от Мазари-Шарифа, я поехал в город Файзабад. Здесь надо понимать, что там, конечно, нету ни гостиниц, ничего. Это не туристическое, ребята, направление. Я снял там какой-то гестхаус без удобств. И с самого утра я взял такси и поехал изучать окрестности. Город находится на правом берегу реки Кокча, и Файзабад вообще такой город довольно труднодоступный из-за недостатка в мощенных дорогах. Так как дорог нет, люди в основном перемещаются на осликах, ну или нужны какие-то хорошие внедорожники. Но зато ослики смотрятся очень колоритно. Вокруг, на первый взгляд, все занимаются сельским хозяйством, много полей, выращивают ячмень, пшеницу, рис и, конечно же, мак. В Афганистане никогда не было особо развито сельское хозяйство, потому что суровые климатические условия, недостаток земель. Советский Союз, понимая, что с сельским хозяйством в Афганистане не очень получится, пытался развивать промышленность, но с уходом наших войск Афганистан опять скатился к своему исключительно аграрному, очень сложному аграрному статусу. Когда я ездил по полям, меня, кстати, очень удивило, я не заметил никакой техники. Все работы по обработке полей проводились вручную, кажется, веками вообще ничего не поменялось. Ну, иногда используют там, в лучшем случае используют животных, но никаких тракторов или комбайнов, что мы привыкли видеть в Европе, здесь, конечно же, нет. А вот одна из горных деревушек. Я в нее заехал, познакомился со старостой деревни. Он рассказал, что присутствие иностранцев не очень желательно. Конечно же, если я хочу чая, он принесет мне его в машину, но ни о каких съемках на территории деревни речи быть не может. Удалось выяснить причину такой нелюбви к иностранцам.
Оказывается, как-то в деревню приехали немцы и пообещали построить новую ирригационную систему в обмен на уничтожение маковых полей. Крестьяне согласились. А недавно деревенские устроили засаду и обстреляли немецкий конвой. Обычное дело для Афганистана. И что вы думаете? Эти поганые немцы взяли и наябедничали на бедных маджахедов губернатору. Губернатор приехал в деревню, надавал по заднице участникам этого нападения и объяснил, что немцы — это друзья. И не обязательно устраивать на них засады и взрывать их технику. Деревенские очень обиделись за это на немцев, ведь ябедничать нехорошо. Ну, подумаешь, напали на конвой, ну зачем сразу жаловаться? Но этим немцы, конечно, не ограничились. Они тоже обиделись и отказались от своих планов по строительству ирригационной системы. Такого обмана крестьяне простить не смогли, и теперь не только немец, но и любой европеец для них злейший враг. Вот такая вот, друзья, история. В итоге крестьяне остались и без своих маковых полей, и без ирригационной системы и помощи немцам. Но это было 10 лет назад, я не знаю, может быть, немцы их уже простили и наладили им там что-то. Ну, хотя я сомневаюсь. Потому что с таким подходом навряд ли можно как-то развивать свою деревню. Самый богатый человек в деревне владеет всего 4 козами. И в случае неурожая никакого запаса продовольствия просто нет. Мы все просто умрем с голоду, и никто не вспомнит о нас, сокрушался глава деревни. Мне тогда так захотелось его обнять, конечно, и сказать: чувак, ну нахера вы тогда нападали на немцев, если вам так нужна помощь? Опасность остаться без урожая в таком климате действительно чрезвычайно велика. Местность гористая, плодородные земли в дефиците, а засухи случаются все чаще. И в то же время опиумный мак хорошо переносит жесткие климатические условия. Вероятность неурожая мака, в отличие от пшеницы, очень мала. И это производство приносит гораздо большую прибыль. По словам господина Навера, под будущий урожай мака охотно выдают кредиты местные финансовые структуры. Ну и крестьяне, понятно, да, когда у вас есть поле, и вы можете выращивать пшеницу, капризную пшеницу там или еще что-то, или вы можете выращивать потрясающий мак. Еще на мак вам дадут кредит. Верный урожай, много денег, чтобы прокормить семью, то выбора перед крестьянами, конечно же, не стоит. Выращивание опиумного мака, кстати, деревенские не видят ничего плохого, тем более, как они говорят, сами наркотики они не употребляют. Здесь они, конечно, немножко лукавят, и дальше мы на это еще посмотрим. По словам Ходжи Навера, в его деревне нет наркоманов. В его деревне живут богобоязненные люди, а наркотики — это харам, то есть грех. И получается, что для афганского крестьянина нет вообще никакой разницы, растить картошку или опиумный мак. Что выгоднее, то он и выращивает, а выгоднее выращивать опиумный мак. В тот день я наслаждался деревнями, горами, сельским хозяйством, как внезапно на горизонте показался трактор «Беларусь». Внезапно. Угадайте, кто ехал на тракторе? Нет, это был не поросенок Петр. В тракторе ехал какой-то таджик и полицейский с огромным автоматом. Следом за трактором промчалось еще несколько пикапов с полицейскими. Что интересно, один из полицейских просто стрелял из автомата, та-да-да-да-да, просто развлекался. Ну, ехать скучно, я все понимаю. Остановились. Мы там тормознули, встретились, остановили, пошли знакомиться. Ну, конечно же, полицейские меньше всего ожидали увидеть в горах русского туриста и спросили, куда я еду. Я им честно сказал, что я ищу маковые поля, хочу посмотреть, что у вас тут в горах происходит. Он сказал: отлично, чувак, у нас тут спецоперация по уничтожению таких полей. Я спрашиваю, я понял, что это подарок судьи, можно ли поехать с вами? Они говорят: конечно же можно, только не отставай. Ну и мой водитель начал ныть, да, мой таксист, а у меня был обычный таксист из города, начал ныть, что дорога за перевал к полям очень плохая, и надо бы увеличить ставку в 2 раза. Я договорился с ним на $150, в итоге до 200 пришлось увеличивать оплату, и мы поехали за полицейскими к маковым полям. Приехали на место, вокруг... Слушайте, я офигел. Вокруг до горизонта огромные маковые плантации. Посреди цветов стоят детишки и жалобно плачут. Как я уже вам сказал, выращивать мак — это самый простой и легкий способ заработать в Афганистане деньги. Маковое поле приносит в десятки раз больше пшеничного. Конечно же, детишки расстраиваются, что им придется теперь работать в 10 раз больше, чтобы поддерживать там свой уровень жизни. Но здесь еще не все так просто. Часто взрослые выставляют детей, чтобы они плакали, чтобы создавалась такая жалостливая картинка, в надежде на то, что пришедшие люди, вот эти вот полицейские, или когда проходит какая-то спецоперация, они как-то вот у них сердечко заболит, и они не будут уничтожать маковые поля. Но иногда вместо детишек бывают какие-то более агрессивные встречи. Очень часто во время таких операций случаются нападения на полицию. Местные жители готовы на все, чтобы не потерять прибыльный бизнес. Часто бывает, поля даже минируют.
и бывают подрывы от техники полиции, которая приезжает уничтожать поля. До 80-х, 90-х производство мака было незначительным, но с приходом Талибана выросло невероятно, сделав страну одним из крупнейших производителей героина. Ведь сложно вести джихад без внешней поддержки, опираясь только на слаборазвитое сельское хозяйство. В стране две основные области, где выращивают мак. Это почти весь юг, это провинции Гельмет, Кандагар и так далее. И немного на севере Афганистана в провинции Бадахшан. Один из солдат, который приехал на спецоперацию, кстати, оказался романтиком. Вместо того, чтобы уничтожать посевы мака, он начал собирать букеты. Очень мило. Здесь надо понять, что жара стоит под 40 градусов, работа тяжелая. И чтобы хоть как-то скрасить свой нелегкий труд, полицейский смазывает сигаретку маковым молочком. Я не знаю, что это дает, но вид у них был потом странный. С воздуха операцию поддерживают вертолеты. Часть полицейских параллельно проводит операцию и задерживают всех владельцев плантаций. Уничтожают маковое поле, кстати, в два этапа. Сначала срезают мак, а потом перепахивают поле, чтобы не было возможности там заново что-то посадить. Ну и почему же вообще полицейские приехали на север страны? Почему не уничтожают мак? Вообще, что происходит, друзья? А происходит, что различные европейские, американские фонды, конечно же, вливают в Афганистан огромное количество бабла для того, чтобы они уничтожали маковые поля, для того, чтобы они замещали их сельскохозяйственными культурами, переобучение вот крестьян и так далее, и так далее. То есть на американские деньги афганская полиция занимается, казалось бы, очень хорошим делом. И все это их оборудование, а там на самом деле, чтобы вы понимали, там стоит человек с камерой, у него есть там GPS-маячок, у них там фиксируется местонахождение, вертолеты летают, все снимается на камеру, как идут эти полицейские, как они рубят эти стебли, а маки там, они огромные, как пионы эти маки, они их рубят этими палками, дети плачут, эти старики плачут, все плачут, горе, беда. Оператор снимает все на камеру, да, хотел так показать, я снимаю, в общем, все хорошо. Трактор ездит, перепахивает поля, трактор перепахивает, дети плачут еще громче, в общем, казалось бы, вообще все хорошо. Но есть один небольшой секрет. После того, как человек, представленный с камерой, выключает свою камеру, после того, как я становлюсь их другом, вхожу в контакт, они перестают обращать на меня внимание, полицейские, пришедшие уничтожать маковые поля, начинают этот мак курить. Они просто разламывают эти головки, маковые головки, и опиумным этим молочком маковым, да, как это называется, они смачивают сигареты, начинают курить. Они становятся веселые, они становятся уже милые, дети перестают плакать, мужики уже выходят из своих укрытий. Все, кто еще недавно на камеру был задержан, теперь садятся, обнимаются вместе и начинают курить мак. Начинают курить мак, мило общаться, потому что оказывается, что все они родственники, что все они друзья. И вот отчет для американцев готов, камеры выключены, и оказывается, что уничтожено было только малый процент этих полей. На те деньги, которые они получили от различных фондов, конечно, они эти поля быстро приведут в порядок. Конечно, там все извинились, но вы сами понимаете, нам нужно отчитываться. Правительство Афганистана получило бабло, получило доллары, заработали деньги. Крестьяне дали такой своеобразный налог, вернули в казну, и ничего, конечно же, не меняется. Вот такая вот была история, как я пошел смотреть на маковые поля и на то, как их уничтожают. Глядя на все это безобразие, возникает вопрос, почему проблему с производством наркотиков в Афганистане не удается решить в течение многих десятилетий. Дело в том, друзья, что наркобизнес в стране находится в руках движения Талибан, которое хоть уже и не находится непосредственно во власти, однако продолжает контролировать огромные территории. Здесь я, повинуясь нашему законодательству, должен сказать, что Талибан является террористической организацией, которая запрещена в России. Ну, собственно, героин тоже в России, друзья, запрещен. В 2000 году, за 1,5 года до вторжения американских войск в Афганистан, талибы неожиданно объявили войну наркотикам. Тогда объем посевов мака существенно сократился, а цены на опиум взлетели в 18 раз. Талибан рассчитывал, что борьба с наркотиками поможет им получить большие объемы гуманитарной помощи от мирового сообщества. Ожидания оправдались. Талибы получили от американцев $43 миллиона. Госсекретарь США Колин Пауэлл тогда похвалил Талибан
за решение запретить выращивать мак, но все же призвал прекратить поддержку терроризма и нарушение международно признанных стандартов прав человека. Меньше чем через полгода, в октябре 2001 года, американцы вторглись в Афганистан. Режим талибов рухнул, и вместе с тем рухнула и выстроенная ими система контроля за производством наркотиков. Афганские фермеры возобновили выращивание мака. С 2001 года США тратили в среднем по $1,5 миллиона в день на борьбу с опиумом. Правда, последние исследования показали, что качественные разведданные и куча вложенных средств не смогли оказать значительное влияние на наркобизнес талибов. Авиаудары хоть и были точными, но в качестве цели зачастую оказывались лаборатории, где почти не было наркотических средств. Таким образом, нанесенный наркомафии финансовый ущерб был скорее просто номинальным. Маковых полей в Афганистане также меньше не стало. Даже напротив, производство выросло в 4 раза за 15 лет. Когда американские и британские войска вторглись в Афганистан в октябре 2001 года, посадки занимали примерно 74 тысячи гектаров. В 2017 году опиумные поля занимали уже 328 тысяч гектаров. Более того, американские военные настроили против себя местное население, которое подвергалось серьезной опасности оказаться под сброшенной на талибов бомбой. Кроме того, надо понимать, что в наркотическое сельское хозяйство процесс выращивания опиумного мака вовлечены по разным данным от 300 до 600 тысяч афганских работников. Спрашивается, почему же они так плохо живут? Потому что за свой неблагодарный труд и незаконный труд они в итоге получают копейки, а большую часть прибыли уходит отмывателям денег за пределы Афганистана. Но если раньше они получали хоть что-то и могли обеспечить свои семьи минимальным пропитанием, то потом пришли американцы и лишили их и этого. Такая вот местная логика. Интересно, что производство героина в Афганистане не является промышленным процессом. Так называемые лаборатории похожи скорее на небольшие пекарни, чем на хлебзавод. Афганский героин обычно производят в обычных глиняных лачугах, а если точнее, во внутренних двориках, так как по ходу дела выделяются ядовитые пары. Рядом с такой площадкой по производству отравы можно найти канистры, уголь, бочки с химикатами. Процесс, как можно представить, довольно трудно скрыть от окружающих. И все об этом знают. В последние несколько лет у афганских властей и мирового сообщества в целом появился новый повод для беспокойства. Местные производители частично переключились на метамфетамин. Это синтетический наркотик. Производят его там же, на территориях подконтрольных боевикам. Если в 2014 году правоохранительными органами было изъято только 9 килограмм метамфетамина, то уже через 5 лет в 70 раз больше, 650 килограмм. Сколько же всего наркотика было произведено и доставлено потребителю, остается только гадать. Если вы смотрели сериал «Во все тяжкие», то наверняка знаете, что производство метамфетамина приносит наркодельцам больше прибыли, чем так называемые природные наркотики. Ингредиенты стоят недорого, а для синтезирования партии наркотиков достаточно небольшой лаборатории размером сарайчик или вагончик. Клиенты производителей метамфетамина на внутреннем рынке уже знакомые вам обитатели свалок. 95% местных героинщиков регулярно включают в свой рацион еще и эту синтетическую дурь. Что касается зарубежных поставок, то афганский метамфетамин поставляется в Австралию, страны Персидского залива, Южную Африку и Среднюю Азию, из которой уже, вероятно, и попадает потом к нам в Россию. Если вы смотрите на все это и думаете, что у нас-то в стране таких торчков нет, то вы ошибаетесь. Да, у нас, к счастью, в Москве под Крымским мостом зомбаки не валяются, как в Кабуле или в Филадельфии. Да, посмотрите, если еще не видели мой ролик про героиновое гетто в США. Тем не менее, Россия крупнейший клиент героинового бизнеса в мире. Это кажется невероятным, но наши соотечественники в год потребляют 70 тонн этого страшного наркотика. А это примерно 20% всего производимого героина в мире. Только вдумайтесь, 20% героина в мире идет в Россию. Это при том, что в последние годы виден тренд на снижение потребления героина и рост популярности синтетических наркотиков в России. По оценкам ООН, 25% всего афганского экспорта героина, то есть 95 тонн, проходит через фактически прозрачную афгано-таджикскую границу. Из них 11 тонн остается в Таджикистане для внутреннего потребления, остальные направляются уже в Россию. Долгое время эксперты говорили, что Россия станет транзитной зоной для поставок героина в Европу. Однако оказалось, что спрос на наркотики среди россиян велик настолько, что в итоге Россия сама превратилась в крупнейший пункт экспорта героина. При всем этом в нашей стране партии этого наркотика практически не перехватываются.
Лидерами по изъятию героина являются Иран и Турция, а Россия не входит даже в первую дюжину. Интересно, чем занимаются наши полицейские? Может быть, надо меньше делать палки, подбрасывая студентам траву, меньше гонять школьников там и неравнодушных граждан на митингах, а все-таки заниматься какими-то серьезными вещами. Ну, хотя там, понятно, там, если полезешь, можно и получить, да, это не так просто палки рубить, как подкидывать наркотики школьникам на дискотеках. И здесь, конечно, надо отметить, что в плане борьбы с наркотиками у нас в стране ситуация не сильно лучше, чем в Афганистане. В России по-прежнему целью политики государства является не здоровое общество без наркотиков, не уменьшение количества зависимых от веществ, не борьба с последствиями приема наркотиков, не реабилитация, а репрессии и увеличение плана посадок. Не кустов конопли, а людей. На этой грустной ноте, пожалуй, я завершу выпуск. Скоро я подготовлю для вас новое видео об Афганистане. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик.